Привет, с вами Дима Байрачный. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И в этом ролике я хочу вам рассказать о 10 способах начать менять свою жизнь в этом году. На самом деле это видео, это такой набор моих советов из моего жизненного опыта, которым я хочу с вами поделиться. Возможно, для кого-то это станет отправной точкой к какому-то новому своему будущему, к развитию и вообще росту или чему-нибудь интересному, каким-то свершениям в своей жизни. Первое, о чем стоит подумать, это, конечно же, о том, кто вы вообще такой, что вы умеете, что вы любите, и попытаться с этим определиться. На самом деле это не такая простая задача, как может показаться на словах, потому что существует огромнейшее количество людей, которые вообще понятия не имеют, кто они, что им нравится, чем бы они хотели заниматься. Я имею в виду в профессиональном плане, потому что, отталкиваясь от своих профессиональных увлечений или желаний, строится уже наша жизнь дальше, потому что отсюда мы зарабатываем деньги, которые, в общем-то, мы можем или увеличивать свой доход, или оставаться на одном месте, или падать в это бесконечное дно отсутствия денег. Следующий, второй совет – это обучаться. Обучение – процесс беспрерывный, он на всю жизнь, нравится это или нет, нужно с этим смириться, принять и понять, что если вы перестаете в какой-то момент обучаться, значит вы начинаете двигаться назад по сравнению с остальными людьми, которые продолжают свое обучение и развитие. Обучаться можно бесплатно, обучаться можно платно. Для того, чтобы понять, если вы еще не определились с тем, чем вы хотите заниматься, смотрите YouTube, ищите разные профессии, ищите описания, что это, чем люди занимаются в этих профессиях. И, в общем, пробуйте потихонечку, определяйтесь для себя, чем вы хотите заняться. Как только вы в чем-то определились, получили базовые знания, здесь уже можно переходить на следующий уровень платного обучения, в котором вам дадут больше объем информации, полезной, конкретной, реальной, которую вы сможете применять и сразу же на этом зарабатывать деньги. Третий мой совет – разобраться с финансами. Понять, что такое деньги, тоже немножко почитать об этом, поизучать, посмотрите другие ролики у меня на канале, я уже о финансовой грамотности, об основах много снимал видео, может быть что-то полезное для себя найдете. Начните вести учет расходов, доходов хотя бы, и через 2-3-4 месяца у вас немножечко нарисуется совсем другая картина мира, которая была по сравнению с тем, пока вы не вели эти учеты, и вы лучше сможете управлять своими деньгами. Четвертый совет – откладывайте деньги. Начинайте прямо сегодня, прямо сейчас. Придумайте себе какую-то схему, как вы будете накапливать деньги, как вы будете откладывать, в чем хранить. Тоже у меня есть ролики, посмотрите на канале, я уже рассказывал о том, как несколькими способами можно накапливать деньги без ущерба для своего бюджета семейного. Накопление денег – это один из первых шагов вашей финансовой независимости, который следует после того, как вы начали вести учет. Вы начали вести учет, вы увидели свои реальные расходы и доходы, и уже отталкиваясь от этого, вы можете начинать потихонечку накапливать. Накопленные деньги вами, они уже не тратятся, они превращаются в инструмент, который помогает вам зарабатывать больше и больше. И, как говорится, деньги должны работать. Вот здесь эта часть денег, которая начнет в будущем работать на вас, но опять же, если вы начнете с этим разбираться и продолжите свое самообразование. Пятый совет – заняться своей физической активностью. Я не говорю о том, чтобы худеть, толстеть, набирать вес, просто займитесь любой физической активностью. Например, просто обычная ходьба очень сильно недооценена. Это достаточно приличная нагрузка, ежедневная, в ежедневном формате, если вы это делаете. Те самые стандартные 10 тысяч шагов, которые нужно пройти в день каждому человеку для того, чтобы его сердечно-сосудистая система работала, для того, чтобы правильный гормональный фон у вас образовывался от физической нагрузки. Это какой-то вот такой минимум. Если вам нравится что-то другое, там йога, может кому-то в тренажерку нравится ходить, кому-то бегать нравится, кому-то плавать, просто займитесь тем, что вам нравится. Любая физическая активность – это лучше, чем ничего. Эти нагрузки напрямую влияют на то, как вы будете работать. Эти нагрузки влияют на то, что вы будете меньше уставать, вы будете лучше себя чувствовать. Ну и как следствие, может быть, если повезет, если вы, опять же, углубитесь в знания о спорте и о питании, вы сможете еще какую-то форму себе обрести, такую, как вы хотите. Шестой мой совет – это сокращать количество подписок на разных людей и разные каналы, которые не несут вам пользы. Это то, что просто развлекательное, то, что вас там веселит, смешит. Это все классно, весело, но вы тратите невероятное количество времени на просмотре всего этого
мусора такого информационного, который не приносит в вашу жизнь ничего. Какие-то маленькие гормональные всплески радости, которые, опять же, в перспективе ведут к негативным последствиям и с вашим организмом, и с вашим мозгом, и с вашей концентрацией, умением что-то делать, сосредотачиваться на процессах, на работе. Ну и, опять же, вы это время тратите на развлечения, а могли бы потратить на образование, которое даст вам намного больше в перспективе и даст больше выхлоп для вас, как для профессионала и вообще как для человека. Поэтому отписывайтесь везде от всех каналов и социальных сетей, где вы не получаете какую-то пользу. Но, конечно же, подпишитесь на мои соцсети, потому что я дарю максимальную пользу. 7-й совет – это попытаться взять под контроль свое питание. Хотя бы просто думать, что вы едите. Разобраться с продуктами, разобраться с их составом, содержанием белков, жиров, углеводов, содержанием просто каких-то веществ, макро- и микронутриентов в составе продуктов. И просто примерно, я не говорю уже углубляться в какую-то диетологию, но примерно понять, что вы едите и как это влияет на организм в долгосрочной перспективе. Есть множество продуктов и напитков, которые просто несут невероятное разрушение вашему организму, и кажется, сегодня это ничего страшного, и завтра кусочек, и послезавтра, или там глоточек, но через 10, 15, 20 лет будут последствия, с которыми придется очень тяжело бороться. Я уже не говорю о том, что неправильный баланс веществ провоцирует неправильный баланс гормонов в организме. Опять же, то, что влияет на ваше настроение, умение продуктивно работать, концентрироваться, обучаться. Это все очень взаимосвязанные вещи. Поэтому просто базово разберитесь, что вы едите, как это влияет на вас, и пытайтесь изменять свои вкусовые и вообще диетические привычки. 8-й мой совет – начать. Просто начать делать то, что вы откладывали месяцами, неделями, может быть даже годами. Есть масса дел у вас, каких-то желаний, которые вы просто переносили, но вот потом, вот с такого-то числа, с Нового года, с праздника, с чего-нибудь еще, с понедельника начну. Попытайтесь начать хоть что-то, потому что это откладывание, оно будет пожизненным, оно никогда не будет временным, оно будет постоянно, вы будете постоянно жить под этим грузом отложенных дел и желаний. Начните что-то делать прямо сегодня. Пусть это что-то будет маленькое, пусть это вы просто сядете на листики, набросайте себе план дальнейших действий для какого-то дела или, опять же, желания какого-то, но это уже будет что-то сделанное. А какой-то даже маленький старт иногда может быть таким сильным мотивационным ресурсом, который вам не даст больше остановиться. Вы только начали, написали, занялись, позвонили, сделали, опубликовали, сняли. И дальше вы уже не можете остановиться, потому что дело начато, нужно его доводить до конца. Мой 9-й совет – это планируй, пиши и прогнозируй. Как только вы хотите что-то сделать, пишите себе список дел, список шагов, список вообще пунктов, которые вы должны выполнить, чтобы прийти к намеченной цели. Все эти написания, кажется, ерунда какая-то, но на самом деле оно очень сильно влияет, потому что позволяет вообще какие-то невероятные глобальные задачи и желания расписать на мелкие шаги. И вот по мелким шагам, знаете, проще прийти к покупке квартиры, к покупке машины. Мелкие пункты позволяют более легко прийти к реализации своих желаний, не знаю, в спорте, в карьере, в работе, в путешествиях, в личных делах, в отношениях, в разном. Потому что когда вы думаете о том, что как заработать $1 миллион, для вас это становится сложной, непосильной, вообще невероятной для вашего мозга задачей, если вы никогда этого не делали раньше. Но когда вы раскладываете себе этот заработок на пункты и планы, которые вам помогают достигнуть этой цели, пусть это займет не год или там не 2, может 5-10 лет, 20 лет, неважно. Но у вас есть конкретный план действий, когда вы следуете этому плану действий, маленькие шаги выполняете, ставите галочку напротив каждого шага, то вам становится намного легче вообще вашему мозгу морально приходить к этому результату. Все эти маленькие действия позволяют вам видеть прогресс, позволяют вам видеть перспективу и будущее какое-то, к которому вы стремитесь. Ну и 10-й мой совет – попытаться сократить все свои вредные привычки. Сюда относится употребление алкоголя, сигарет, курение, всякого разного, употребление различных веществ,
потребление различных стимуляторов, таких как кофе, энергетики и всего, что очень вредно, потребление избыточного количества сахара, потребление фастфуда. Ну, вы сами знаете, что такое вредные привычки, которые вам ничего не дают, только у вас забирают время, деньги, здоровье иногда, но как бы ничего не дают вам взамен, кроме небольшого гормонального всплеска, который вам дает маленькую какую-то радость в коротком периоде времени, но в долгосроке ведет вас вниз с горки с этой. То же самое касается и сейчас социальных сетей и потребления огромного количества мусорного контента. Это различные сторис, это бесконечные ленты в ТикТоке, в Reels, Shorts и так далее. Все, что вы смотрите, просто тратя время, а засасывает в эту нору очень сильно. Это вообще черная дыра, куда вы только заглянули, и все, вы уже не можете выбраться. Раз-два, и прошло 3 часа времени, а вы все сидите и листаете, и как бы ничего и в жизни не сделали, для себя ничего не сделали, никак не развивались, и потом наступают у людей депрессии. Почему другие могут, а я нет? Если вам так нравятся какие-то социальные сети, вы просто начните создавать контент. Это совершенно другой уровень, когда вы создаете, производите контент, но не потребляете, сокращаете его потребление. В общем, 10-й пункт. Сокращайте свои вредные привычки, которые забирают у вас время, деньги и здоровье. Надеюсь, эти советы, которые кажутся на поверхности, о которых говорят ежедневно десятки и сотни людей, все-таки как-то вас зацепят и хотя бы что-то, хотя бы один из пунктов в вашей жизни реализуют. Я знаю, что большинство людей ничего не делают из того, что смотрят, они просто дальше потребляют этот контент, им нравится, они согласны, они даже готовы написать в комментариях какую-то информацию, но в итоге через день, два, три они просто забудут об этих советах. И вот хотелось бы верить, что кто-то, хотя бы один человек, возьмет один из пунктов и реализует его в своей жизни. Я себе сформировал привычку, если я смотрю образовательные видео или какие-то советы, которые мне нужны, я для себя это все выписываю и реально начинаю реализовывать в жизни и получать от этого результат. И советую вам научиться такому же, просто создать себе такую привычку. С вами был Дима Байрачный. Спасибо, что смотрели. Обязательно подпишитесь на мой канал. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, инстаграм-аккаунт. И увидимся в следующих видео. Пока.